Рада всех приветствовать. Сегодня речь пойдет о вишне мелкопильчатой, сакуре. Вот такими очаровательными цветочками цветет дерево весной, но цветет, к сожалению, совсем недолго, не более 2 недель, особенно если стоит жаркая погода. К концу цветения цветочки приобретают темно-розовый цвет, хотя поначалу распускаются они почти белыми. Дерево это довольно быстро растущее, и при такой обрезке, которая рекомендуется для декоративно цветущих деревьев, она у меня вымахала в довольно приличное дерево, которое для моего небольшого сада оказалось велико. По правилам обрезка проводится после цветения весенне-цветущих декоративных деревьев и кустарников. Обрезается цветущий побег на 1/3 или на половину длины. Вот здесь я должна была его обрезать, как и поступала каждый год. Но в этом году я пойду дальше и обрежу его очень сильно. Отступлю от скелета буквально 20-30 сантиметров. И в этом месте всю ветвь отрежу. Вот эта вся часть обрежется. Конечно же, большое растение смотрится просто шикарно во время цветения. Никто равнодушным не остается, все обязательно спрашивают, что это цветет. Но, к сожалению, не каждый сад может вместить в себя такое большое растение. И при посадке, и при покупке нужно учитывать то, что время от времени такие быстрорастущие деревья и кустарники придется немножко занижать, придется корректировать. Начинаю обрезку с крайних ветвей, которые ближе ко мне всего, и постепенно приближаюсь к центру. Часть ветвей я обрезала и хочу показать их на фоне еще не полностью обрезанного дерева, чтобы было понятно, какую его часть я срезаю. Кстати, вот такие наплывы – это аотека богомола. Я ни в коем случае их не уничтожаю, эти ветки не измельчаю, не выбрасываю, отставляю их в сторонку, чтобы богомольчики, наши друзья, из них благополучно вылупились. Не очень хорошо видно на фоне других деревьев. Вот эта часть уже обрезанная, а вот очертания границы кроны. Получается, я срезаю 2/3, если не больше, всей кроны. Таким образом, я занизила крону дерева до таких размеров, чтобы его в последующие годы можно было обрезать, не поднимаясь на стремянку. Вот такое маленькое деревце осталось. Таким оно было, наверное, года 4 назад. Обрезала все ветви секатором, даже не пришлось прибегнуть к помощи сучкореза. И вот моя сакура лежит на земле. Осталось измельчить обрезанное, для этого использую садовый измельчитель. Всем рекомендую эту удобную вещь, у кого есть деревья, кусты на участке и кому приходится их ежегодно обрезать. Это прекрасный материал для мульчирования. Не раз рассказывала и показывала, что я все свои посадки мульчирую, и цветники, и грядки. Но если вам не нужен этот материал в качестве таком, то всегда можно отправить его в компост. Я мульчирую все подряд, поэтому у меня ничего не пропадает. И вот мои киски, кстати, с удовольствием лежат в гнезде, так называемом, из таких же опилок. Очень уж им нравится. Ну, у меня на сегодня все. Кому интересны розочки, цветочки, букашки, птички, оставайтесь до конца. Всем всего наилучшего, отличного настроения, здоровья и до новых встреч на канале. Пока!
Лапа нельзя, лапа. Иди сюда. Нельзя.